Всем доброй ночи. Друзья мои, я в этом году снимаю предсказания по частям. И не в прямом эфире, как делала раньше. Потому как в прямом эфире мне мешали все время, отвлекали. Так спокойнее, так больше можно снять и более подробно. И я в этом году снимала свои предсказания по каждой стране или региону отдельно. И выложила на канал «Ведьмина изба 2», потому как основной канал был закрыт на время. Вы знаете, что были атаки. Вот. И, собственно говоря, сейчас, не нарушая традиции, выкладываю опять же сюда. А на основном канале просто сделаю объявление, зайдут, здесь посмотрят. Я говорила, что эти два канала будут активны. Я очень много подробностей в этом году предсказала вам. И в этом году, и в прошлом году. Одним словом, я вам сказала, что в течение времени, пока зима идет, я буду вам выкладывать по частям предсказания на этот год. Дело в том, что я в общих чертах и очень подробно, даже не в общих чертах, я вам описала этот год. И можно было бы на этом ограничиться, но я решила каждую страну, собственно говоря, взять каждую страну и снять подробное описание уже не следующего, а этого года. Вы знаете, что самое интересное? Все время облаивают меня, потом видят, что все сбылось, соглашаются и просят еще предсказывать. Я хотела чуть позже снять последнюю часть предсказания, но все-таки я решила, поскольку на Украине это все происходит, решила именно про Украину сейчас снять и объяснить вам, чего вам ожидать и что будет. Итак, дорогие друзья, Украина. Я в прошлом году вам сказала, что для того, чтобы окружить Россию огненной стеной со всех сторон и отвлечь внимание России, будут создавать такие фронты на разных направлениях. Однако они забыли, что во время Великой Отечественной войны Россия воевала по разным фронтам, и это не помешало России победить. Когда уже мы побеждали, Советский Союз, к концу этого всего, когда уже все дело было сделано, присоединились американцы, англичане и приписали себе эту победу. России всегда завидовали, всегда ненавидели, хотя эта страна под своим крылом дала многим народам возможность иметь республику, страну, выжить и вообще существовать до наших дней. У политиков России, может, и есть очень много ошибок, очень много неправильностей, потому что они люди, а люди несовершенны. Однако именно Россия когда-то спасла Грузию Георгиевским трактатом от лап османов и персов. Именно Россия с помощью своего генерала Паскевича помогла Армении создать свою государственность и не жить под османами. Именно Россия помогла беженцам, переселенцам в Персию вернуться на родину, за что Грибоедова, посла Грибоедова и поэта убили. Кровь русского солдата пролилась за многие-многие народы.
Помнят ли эти народы заслугу? Нет. Благодарны ли они? Нет. Увы. Теперь, что происходит? Происходит то, что происходило веками. Запад с помощью своих халуев пытается отвернуть народы от этой огромной страны, соседей, которые живут рядом с этой страной. На самом деле есть несколько, скажем так, очень важных причин для Запада. Первая причина – это кража, присвоение ресурсов этих стран. Вторая причина – это продвижение НАТО вперед, уже вокруг России хотят собраться. И третья, самая главная причина – со временем таким образом расшатать основы этой страны и завладеть всеми богатствами. Мы кругом слышим: Россия такая, сякая, она вот это. Какая должна быть Россия, по их мнению? Как во время Ельцина, когда они раскупили все, забрали все, ограбили все, что возможно, когда уничтожили производство Туполева, когда закрылись заводы, и страна стояла в руинах и зависела просто полностью от Хельмута Коля, который приедет, пару копеек привезет, и мы были рады. Им нужна нищая, бедная, несчастная Россия, слабая, самое главное, чтобы можно было использовать в угоду себе, как они пожелают. Ну, например, когда человек богатый, сильный, властный, уверенный в себе, у него есть целая армия телохранителей, он будет раздражать своих соседей, которые тунеядцы и маргиналы. И для них он будет всегда плохим. Почему? Потому что он им на выпивку не дает, потому что он говорит, надо работать, потому что он не допускает их в свой огород что-нибудь забрать. Следовательно, он какой? Он плохой. А когда он будет хороший, когда сядет с ним и выпьет, когда каждому из них в карман положит по 5000 рублей, когда без проблем пустит их переночевать у себя дома, он будет хороший. Вот точно такая же ситуация с Россией. Россия богата, у нее огромные территории, ресурсы, сильная армия, оружие. Она плохая. Как сказал канцлер Екатерины Великой, сначала он был канцлером Елизаветы Петровны, после стал канцлером Екатерины Великой, Бестужев Петр Алексеевич. Ой, наоборот, Алексей Петрович. У России нет друзей. Россию сильные ненавидят, а слабые боятся. Итак, сценарий один и тот же. Влезли в Грузию. Давай, иди на Абхазию, Осетию, все, мы поможем, инструктора, собираем армию, все прекрасно, замечательно. Заметьте, они не дали Грузии ни оружия особого, ни помощи. Но загнали армию Грузии. Смотрите, сначала улицей привели Саакашвили, молодежь привела, потом создали эту армию, войну, молодежь поубивали полностью, уничтожили те, которые могли сопротивляться. А потом Саакашвили полностью страну превратил чуть ли не в руины, пока правил, потерял все свои территории, которые имел, то есть возможность еще, может быть, присоединить к себе. Как только Россия пошла на подмогу Абхазии и Осетии, что случилось? Американские инструктора дали дёру. Они сказали, мы не собираемся ни за кого воевать. Все, на этом все закончилось. Молодежь погибла, страна разорена, его с горем пополам выгнали. Далее. В Армении молодежь приводит к власти Пашиняна.
Они создают войну, эту молодежь убивают, чтобы никто не мешал их планам. Вот в этой войне специально уже запланированный проигрыш для того, чтобы эти земли отдать. Поскольку Турция входит в НАТО, то у Америки большое желание внедрить своего союзника на Кавказ любыми способами. Кровь, разорение страны, дележ, разложение нравов и так далее. То же самое произошло на Украине. Молодежь привела к власти Порошенко, война, потеря территории. Дальше что? Дальше все, что они хотят, то есть внедрить туда, абсолютно ненависть к России, разлагающее общество политика и так далее. Одинаковый сценарий. Вы хотите Навального, я про него снимала, откройте, посмотрите. Вот его приход будет точно таким же. Кровь, война, разорение, потеря территории и просто полный хаос. Потому что он точно такой же шпион Запада, как эти остальные существа. Итак, я думаю, предисловия достаточно. Перейдем к делу. Хочу вам сказать, я новости не смотрю. Я вот сегодня только мне сказали, ой, там уже началось, вот как вы говорили, там началось это все. Да, я говорила, что закончится Арцахом, начнется Донбасс, и еще и будут покушаться на Крым и все прочее. Итак, поехали. Снимаю, скажем так, не была намерена особо в эти дни, но снимаю, поскольку люди ждут и боятся, и не знают, чего ожидать там. Итак, друзья мои, хочу вам сказать, что кто живет на Украине, во-первых, ваши оскорбления я буду выкидывать, неадекватных людей имею в виду. А нормальные люди, которые понимают, что происходит, мне, конечно, вас жаль, но вам придется 3 года бороться за восстановление страны более-менее в нормальное русло, потому что его разграбили, уничтожили. Практически там разложение ужасающее. Во-первых, первый вопрос. Будет ли война между Украиной и Россией? Война уже идет. Война уже идет за спасение русского мира. Есть такое понятие «русский мир». И никуда не денешься. Вы знаете, если бы Арцах отдали России, я была бы рада. Спасли бы Арцах. И сейчас это был бы самый процветающий просто край. И центр туризма, и все такое. Сейчас это полупустыня. Половина, значит, заселенная, половина нет. Кровь, убийства и все прочее. Ничего хорошего. Если бы, знаете, есть такая вещь, смотрите, тюркских народностей много. И в любом случае, если даже один тюркский народ исчезнет, тюркоязычный, остальные дополнят эту потерю, потому что тюркский ген останется. Армянских народностей нету, есть только армяне. И Армении другой нету. То есть армяноговорящих больше нет, кроме армян. Грузиноговорящих нет. Нет грузинской другой генетики, чтобы сказать, ну ничего страшного, вот они тоже грузины, грузиноговорящие хотя бы, да, вот ген останется. Есть народы, которые в единичном экземпляре, грубо говоря. Славянские народы, славянский ген, белорусы, украинцы, поляки в том числе, которые приняли католицизм и, естественно, начали враждовать с Россией. Болгары отчасти славянские народности, отчасти они, ну, об их истории потом вернемся к ним. Украина, окраина Руси, да, Малая Русь, Новая Русь, Великая Русь, Белая Русь, окраина Руси, Украина.
хранитель всех древних традиций, обычаи, хранитель завета Святослава, великого князя. Вот этот хохолок, который оставляли, да, брились. Потом казаки следовали этой традиции, отсюда это имя, название. Но, к большому сожалению, прыгают в пропасть, друг за другом причем. Хочу сказать про этих сумасшедших полоумных бандеровок, которые закидают меня камнями. Послушайте меня. Крым не ушел к другому народу. Крым остался у славян, у русских. А что касается русских, вы тоже русские. Теперь я спрашиваю украинский народ. Уважаемые ваши Иваны, Петро, Сергеи, Андреи, Николаи идут стрелять в Иванов, в Петро, в Сергеев, Андреев, Николаев. Вы когда смотрите по телевизору глаза этих детей, затравленных, напуганных, которых эвакуируют из Донбасса, вы что чувствуете в этот момент? Вот когда рядом с вами нигер-инструктор говорит, что надо вот так стрелять, нужно вот целиться по таким-то пунктам, вот так нужно бомбу взрывать. Вы в этот момент не хотите этому нигеру дать в морду вот так вот кулаком своим богатырским и сказать: пошел бы ты отсюда, Янки, чтобы я тебя не видел здесь. Ты будешь меня учить, как убивать собственный народ? Я хочу просто призвать к вашей совести. Чуть-чуть, если она у вас, конечно, есть. Я помню, как эта летчица, которую здесь судили и отправили обратно, как мать этой летчицы говорила, правильно она делала. Она убивала врагов, а врагов надо убивать. Мне хотелось спросить у нее, хотя я не удивляюсь, что у такой матери такая дочь. Ничего удивительного. Глядя на нее, на ее рассуждения, понятное дело, почему она убивала этих детей и кидала на них бомбу, считая, что это враги. Кто враги? Ваши братья по крови враги? Когда эта заваруха закончится, я у вас, уважаемые жители Украины, так поддерживающие вот эти вот фашистские лозунги, хочу спросить, задать один вопрос, который задал Тарас Бульба своему сыну. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Вот я этот вопрос вам задам. Хорошо? Аморальность вы творите. Ужасающая аморальность. Вы своими руками рушите свое государство. Вы уже потеряли 2 части своего государства и теряете дальше. Кто такой Бандера, которому все поклоняются? Скажите мне, пожалуйста, где-то убийца? Наберите его преступления в Гугле, элементарно выйдут, как языки приколачивали к деревьям, как в одну кучу просто задушенные дети, знаете, как вот как куклы на этих, уже не могу, они просто так задушены на веревках. И вот прям висят вот так несколько маленьких детей прям вот по деревьям. Вот кто ваш Бандера. Почему Бандера стал таким героем? Он уже был бесполезен, он уже был старый человек, просто советская власть поставила перед собой цель все-таки его уничтожить. И его смерть сделала его бессмертным. Знаете, такой ореол приплели к его голове, к этому чудовищу. И стали считать его просто как бы эталоном храбрости, достоинства, не знаю, где там храбрость маленьких детей душить. Я говорила об этом и повторяюсь. Теперь послушайте меня внимательно. Вы разбудили большого медведя. Вы большого медведя реально разбудили на свою голову, и она вас растопчет. Я к тому, что Крым ушел к славянскому народу. ДНР и там еще, да, ЛНР, по-моему. Я даже не особо интересуюсь. Я знаю, что эти 2 части – это Новороссия. Когда-то называли Малороссией. Хотя Малороссия несколько названий, нескольких регионов. Но это не важно.
Я знаю, что там живут точно такие же русские люди, как и вы. Вы отправляете своих сыновей убивать своих братьев. Вам должно быть стыдно. И те солдаты, которые целятся и стреляют в эти мирно спящие дома, зная, что там их братья, так врагов не убивают, зная, что там дети, эвакуируют, дают время убрать детей оттуда, женщин. Вы стреляйте ночью по мирно спящим людям. Будьте вы прокляты. Это единственное, что вы заслуживаете. Вот другого вы не заслуживаете. И когда показывают ваши могилы в Киеве, я смотрю вам в глаза, мне вас не жаль. Вы шли убивать население, мирных людей, просто убивать. И если бы вам это удалось, вы бы не мешкая это сделали. Но поскольку вам не дали это сделать, понятное дело, что вот ропчут, вот вы там такие-сякие нас остановили. Убили всех лидеров, да, у нас в Новороссии. Тех людей, которые возглавили это ополчение и, собственно говоря, и довели до ума это дело. И светлая память этим парням. Потому что если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Помните, как лежали в крови мать и младенец, да, с дочкой? Я не знаю, как вы после этого спите, как спят ваши матери, но вы соучастники этого преступления. Придет время, вы за это очень страшно ответите. И я хочу вам сказать, что вы должны пройти это все. Народ, который забыл свои корни, который готов унижаться перед теми народами, у которых бани-то не было. Они не мылись и не купались. А сейчас они учат вас уму-разуму. Когда в Киеве собрали в дорогу дочь Ярослава Мудрого, Анну, во Францию, она написала своему отцу оттуда: «Батюшка мой, князь великий, киевский, куда ты меня отправил? Это же страна дикарей». Во время трапезы, во время свадьбы клали ноги на стол, на свадебный стол короля. Первую брачную ночь все пришли лицезреть. Она была в ужасе. У них не было, они не мылись. Король Франции не умел писать и читать. Она приказала бани построить, научила, как это сделать. Она их научила мыться. Когда в Советском Союзе начали убирать, взрывать храмы, французские послы попросили советское руководство не трогать храмы, построенные Ярославом Мудрым, потому что это отец нашей королевы Анны. Вот до такой степени уважения к этой женщине через века. Французские короли приносили присягу на Библии, которую привезла с собой Анна на церковнославянском языке. Они на этой Библии приносили свою клятву. И много чего. То есть наше влияние наших княжон на Запад было огромным. Влияние их княжон здесь. Они здесь растворялись, выходили замуж за наших князей, и все, про них ничего не написано. Это уже говорит об образованности народа. Что они, попадая в эту среду абсолютного дикарства, они настолько блеснули своим умом, что запомнились в истории этих народов и остались. Друзья мои, Зеленский это изначально он подавал большие надежды. Изначально был настроен, если помните, вначале он с Россией шел на определенные. Я сказала тогда, если этого человека сейчас, скажем так, не начать обрабатывать, не шантажировать, я об этом и говорила, то он может улучшить отношения с Россией. Он не очень умен и мозгами особо не отличается, потому что нормальный человек не будет все свои секреты и тайны своей страны передавать Эрдогану.
Но изначально нужно было на него больше повлиять российским политикам. К сожалению, это время было упущено. Они его прибрали к рукам. И Зеленский стал вторым Саакашвили и Пашиняном. Все. И он будет делать со своей страной то же самое. Российские войска уже там будут возить в огромном количестве передовое оружие. Это два. Дорогая Украина, тебе никто помогать не будет. Ни твои ляхи, ни твои америкосы, ни твои нигеры, инструктора, никто. Вы понесете огромные потери. И я вам скажу, если бы российские войска просто окончательно решились бы на этот шаг, зашли бы в Киев, выкинули эту хунту оттуда и завершили это все, и присоединили Украину к России, я вас уверяю, что 80% населения Украины просто вот руками и ногами были бы за. Они устали от этого всего. Вы разрушаете все принципы. Вы стираете исторические факты. Что вы лезете в задницу этим магнатам, которые на вас плевали? Вы видели в автобусе, как с украинскими парнями обошлись поляки, как они их оскорбляли, унижали, били? Они вас ненавидят, вы говорите, мы вас обожаем, они вас не любят. Они вас не считают за людей, а вы их обожаете. Объясните мне сей феномен, не могу понять. Где родился, там и пригодился, слыхали? Итак, обстрел населенных пунктов будет. Будут жертвы среди мирного населения. Поэтому будьте осторожны, начитывайте много защитных заговоров. И по острой необходимости только выходите из укрытия. Особо не нужно этого делать, потому что это очень опасно. Но украинские войска понесут колоссальные потери. Америка, Европа, они будут только поддакивать и толкать туда, постоянно толкать. Я вам больше скажу, и с Арменией, со стороны Армении могут начаться столкновения. Им нужно Россию отвлечь в разные стороны, разные фронты. Для Украины черные дни настают. Элита ваша убегает, я уже слышала, но они дальше будут убегать. Это начало падения Зеленского. Он еще немного продержится, но у него недолгое время. Далее. Из страны вывозят миллиарды. Когда вы очнетесь, вы останетесь ни с чем в воздухе. У вас ничего практически не будет. Нечем будет платить ни за газ, ни за что. Вам опять будут давать в долг. Далее. В народе вспыхнут бунты. Я видела такую картину, когда на Украине везли солдат, и вот этого парня, да он мальчик еще, пихают в этот автобус. Мать кричит, не дается. Они ее швырнули, обматерили. Вы представляете его состояние? Твоего ребенка забирает просто убивать. Ты ничего не можешь с этим сделать. Вот представьте, вот просто на секунду, твоего ребенка просто насильно тащат на войну. Он еще реально ребенок, 18 лет, испуганными глазами, его пихают в автобус, как пушечное мясо. То есть ты рожаешь ребенка с горем пополам, полуголодный, тяжелые годы, вырастила своего ребенка, воспитала. И какая-то мразь приходит, хватает его за шкирку, тащит в автобус, кидает туда, увозят, убивает. Привозят домой, кидают тебе вот перед тобой и говорят, на, хорони. Я вас еще раз уверяю, если российские войска зайдут в Киев, выкинут эту кровавую, бесполезную хунту оттуда и просто присоединят Украину к России, это будет самая величайшая радость 80% украинского народа.
ваши дети будут жить. Лучше жить под крылом сильного государства, чем враждовать с этим сильным государством. Теперь, ради исторической справедливости нужно сказать, что Крым был всегда российским. Он у вас без толку валялся. Вот уж, извините за выражение. Без толку валялся. Вы не использовали его ресурсы. Вы хотели в Крыму дать место британским кораблям, чтобы они полили на Россию прямо с Крыма. Вы когда приглашаете НАТО, когда ставите базы возле, прям перед носом России, вы что ожидаете вообще от этой огромной страны? Что она должна говорить? Вот знаете, вот давайте сравним. Вот прям возле вашего забора кто-то взял и поставил свой туалет. И вот он оттуда идет, эта вонь постоянно в дом. И он говорит, я хочу вот так. Что будет делать хозяин дома? Наверное, выкинет это все вместе с вами. Вы дразните эту огромную страну, потом удивляйтесь, что лапой получаете по клюву. Зеленский, у него очень большие планы, у него очень длинный язык, только по той причине, что ему Турция обещала войска. Помните, я вам сказала, эти террористические группировки, которые в Арцахе были, сейчас уже на Украину летят. Головорезов Пакистана, Афганистана и Сирии. Вы представляете, кого вы туда приутили? Это ужасно, до какой степени им плевать на их народ. Итак, вооружение, войска будут идти в Донбасс. Официально об этом не сказано особо. Ну, так делается вид для помощи местному населению. Там давно у всех российские паспорта. Там давно у всех уже... Там даже уже, собственно говоря, валюта рубль. Поэтому каждая страна имеет полное право защищать своих граждан. Согласны? Вот Россия имеет право защищать своих граждан. Вы хотите от меня услышать очень долгую историю? Я вам коротко скажу. Как только запахнет жареным, тут же американцы и европейские всякие там вот эти вот шмары, они отойдут в сторону. Америка не будет никакое оружие дарить Украине и не собиралась. Европа в том числе. Америке и Англии нужен Крым для того, чтобы свои корабли туда подтянуть. Европе нужны месторождения в Донбассе. Вот и все. А будет ли там население или нет, им абсолютно плевать. Вот точно так же, как в Арцахе им нужны были золотые рудники, и они до них добрались любыми путями. Нашли всех предателей и выродков из народа, вели активную пропаганду про турецкую, надо любить их, все. Люби тех, кто тебе голову резал только вчера. Все хорошо, главное, надо любить, это не страшно, вот. Пособрал, поставил предателей во главе государства, и дело сделано. Золотые рудники уже ему принадлежат. Правда, он не рассчитывал, что Россия свою базу там поставит. Вот это ему Америке очень, очень не понравилось, но уже поздно, как говорится, дело сделано. То же самое делается вот море, Абхазия, пожалуйста, Саакашвили, иди, отвоюй, бери, все хорошо, мы поможем. Ничем не помогли, наоборот, просто они никогда не будут ради вас рисковать, поймите уже. Они отправят несколько инструкторов всего лишь, они армии вам отправлять не будут. Но каждому из них говорилось, не переживай, в случае чего я отправлю армию. Ничего они не отправили. Каждого из них кинули, уехали. Вспомните Афганистан недавно, что они сделали. Они просто кинули население в пасть волкам и сами убежали. Все. Они не взяли даже тех, кто на них работал. Все. Ну, послушайте, фашисты, когда убегали, они всех полицаев расстреливали. Им не нужно было, чтобы был лишний компромат на них. Они просто их убивали, и все. Даже после верной службы. То же самое здесь происходит. Они в каждой стране, у каждого народа находят своих полицаев, используют, добивают свои цели и уходят. Все.
Предсказание будет коротким. Я одну часть уже вам сказала. И дальше скажу. Элита Украины ограбит Украину и убежит. 3 года Украина будет в коллапсе, в очень тяжелом состоянии, вплоть до того, что людям придется продавать свое имущество. Некоторые будут переезжать, уезжать. Часть людей будут отправлены в Россию, там в Ростовскую область, ну, поближе. Через некоторое время они вернутся назад. Далее. Начало падения Зеленского началось, время пошло. Он заигрался. Пока что он смел, потому что ему дали очень много всяких обещаний. Но уже эта смелость начинает таять, потому что один за другим его эти батальоны просто уничтожаются, они просто исчезают. Я вам хочу сказать, что вот буквально вот за время этого конфликта, сколько там началось, уже больше 300 военных Украины пропали без вести. Их нет. Связь с ними потеряна. Не будут Украине помогать ни Европа, ни Америка, ни деньгами, ни оружием, ничем. Они привыкли решать свои проблемы чужой кровью. Они им помогать не будут вообще. Забудьте об этом. Никакая армия с Америки не придет, ничего, они не дураки. Здесь ядерная держава. Европа тоже не идиот браться за это. Газ, нефть всегда нуждается в этом. Итог будет такой. Разорение Украины, падение Украины, побег чиновников Украины. Саакашвили, посмотрите, вот участь Зеленского такая же, как и участь Пашиняна такая же. Дело времени. Далее. Выплывут факты, что командиры бросали и уходили. В Киеве начнутся очень большие волнения. Далее. Дорогие друзья, почему я так пассивно отношусь к предсказаниям именно о тех народах, которые лезут и лезут в задницу Запада? Потому что я говорила об этом несколько лет, предупреждала, объясняла, к чему это идет. Но меня, если не слышат, вот какой смысл? Я уже устала. Я, например, про Армению вообще не сделала предсказания и не хочу. Не хочу. Не слышат все равно. Какой смысл? Какой смысл говорить о людях, которые готовы свою родину за 3 копейки продать, им плевать? Я поняла, что по родине скучают именно те армяне, именно то армянство, которое диаспора. Они прошли геноцид, они знают, что это такое. А там живущим что? Им плевать совершенно на эти земли, на эту историю. Они 2 книги по истории не читали в своей жизни. У них нет внутри ничего из армянской генетики. О чем мне говорить с ними? Зачем им нужны мои предсказания? Вон сидят Люся, Муся какая-то, которая говорит, что Пашинян – это Иисус Христос. Вот они аплодируют. Пусть сидят и верят им. Каждому свое. Каждый выбирает себе путеводителя и учителя по уровню своему. То же самое с Украиной. Я об этом говорила много раз. И сейчас вот почему вы не говорите, почему не говорите. А что говорить-то вам? Уже было сказано 1000 раз. Опять говорить одно и то же. Смысл есть какой? Если вы не делаете ничего для того, чтобы избавиться от этой хунты, я, если опять скажу и вновь скажу, это что-то изменит? Или вы ждете, чтобы за вас все делали? Будут жертвы и со стороны Донбасса, но больше всего жертв будет со стороны, то есть в армии Украины. Это раз. К большому сожалению, готовьте в Киеве опять похоронные процессии. Следующий вопрос. Запад ждал провокации со стороны России. Не дождался и не дождется. Российские войска именно на территорию той Украины, которая не Новороссия, не войдут. Но в Новороссии они будут находиться, они будут возить туда оружие. Это будет делаться и скрыто, и открыто, неважно. Но население они в обиду не дадут. Там есть достаточное количество
оружие, чтобы просто сравнять с землей большую территорию. Не буду называть какую. Однако этого не будет. Будет лай, гавканье. Европейцы сейчас последний шанс используют для того, чтобы... Вы думаете, что те слова, что мы вот придем там с армией и так далее, они действительно хотели прийти и столкнуться с российской армией? Нет, конечно. Просто хотели поднять вой, снять, как вот помните, в Осетии там, и, ну, с этим конфликтом, когда они просто сюжеты снимали непонятно где и выдавали за грузинские территории. К сожалению, многие поверили, что действительно армия дошла чуть ли не до Тбилиси и так далее. Через некоторое время эти европейские государства соберутся воедино и решат, что нужно возобновлять, улучшать отношения с Россией, надо уже решать все конфликты мирным путем, путем переговоров и все прочее. Той широкомасштабной войны, которую вы ожидаете между Украиной и Россией, не будет. Начало падения режима Зеленского, вообще их хунты, они сбегают, уезжают. Самое смешное, из Киева сбегают, говоря о том, что Россия придет до Киева. То есть они реально напуганы. И самый настоящий страх Зеленского будет тогда, когда вот этих парней будут хоронить, возить, и когда народ будет выходить на улицы, просто пытаться громить их и уничтожить. Вот тогда начнется его страх, потому что его западные папочки его покинут. Они не будут с ним иметь никакого отношения. Знаете, как они приводят марионетку, используют, и если эта марионетка не может себя оправдать, они его кидают, ищут новую марионетку. То же самое случится и с Украиной. Я не хочу много говорить и долго говорить. Я не хочу говорить о тех странах и народах, которые меня не слышат. Мне, нет никакой радости. Когда ты что-то делаешь, стараешься, да, тебе хочется видеть оценку и благодарность с той стороны. Когда этой оценки и благодарности нет, то ты понимаешь, что этим людям правда неинтересна и не нужна. 3 года разорения Украины. После этого начнется возрождение. Они увозят все ресурсы, перевели огромные суммы денег, и вы окажетесь просто перед голой правдой очень скоро. И опять будете просить Россию о помощи. И опять гуманитарные машины направятся в вашу сторону вам помогать. А вот что будет с Украиной. Это падение той власти, которая есть. Про Новороссию забудьте, она уже никогда к вам не вернется, Крым тем более. Это не какое-то там плохое пожелание, это факт. Эти рубежи вашими никогда не будут. Есть русский мир, который будет защищаться славянами, славянскими мужчинами, женщинами, парнями. И от этого никуда не деться. Славянский мир возрождается. Он начинает подниматься. Я не скажу с колен, на колени никогда они не опускались, но он начинает возрождаться из пепла. И в течение 3 лет вы увидите, как славянские нации станут усиливаться. Приходит эпоха славян. Приходит эпоха славянских традиций, славянской культуры, отходит в сторону авраамические религии, отходят в сторону западные ценности, которым мы сыты по горло. Члены красить и махать, вот так шагая по улице, это есть ваша западная ценность. Нам такая ценность не нужна. Жениться на собаках, знаешь ли, я не знаю, целоваться на улицах, сношаться с собаками, и это полицейские еще и это охраняют, чтобы никто не подошел. Нам такая грязная ценность не нужна. Я хочу сказать тем, кто бежит за Западом. Послушайте, когда они скакали из одного дерева на другое, когда они практиковали общих жен, пьянство, тунеядство, когда они воняли, в Киеве были великие князья, которые занимались просвещением народа, которые строили храмы, палаты книжные, где были традиции, обычаи, банный день, хотя бы раз в неделю обязательно, стирка обязательно, рождение детей, повитухи, которые
рекомендовали ребенка купать каждый день. Понимаете, вы учитесь культуре у того народа, где королева Испании Изабелла говорит: я купала в жизни 2 раза. После рождения и после брака. То есть после свадьбы или перед свадьбой. Поскольку она была замужем 2 раза, непонятно, перед какой свадьбой именно. Королева Изабелла за всю свою жизнь купалась 2 раза всего лишь, и она этим гордилась. Где опорожнялись прямо возле стола короля, где клали ноги ему на стол. Вы хотите обучаться манерам у этих народностей. Народности, которые убили 20 миллионов индейцев, уничтожили аборигенов Австралии, которые всю свою историю только грабили, мародерствовали, кидались, нападали на другие страны. Там приводили туда кровь, разорение и уходили, ограбив все, что возможно. Так какие ценности они могут дать? Ценности где? Помните, самая страшная тюрьма, в которой содержали и детей, и женщин, и пытали, издевались? Вы о каких ценностях говорите? И каким ценностям они могут вас обучать? Это дети каторжников и беглых рабов и убийц, которые уничтожили все население Америки, 2 Америк. Потом перешли на уничтожение населения аборигенов Австралии. Потом, поработив Индию, довели до нищеты и разорения. Африканские колонии, которые выжили до копейки, ограбили, ушли. Куда вступала нога европейца, там было разорение, кровь и война. А Россия всегда приводила туда цивилизацию. Строила школы, богадельни, больницы. Защищала эти народы, приводила свои войска, обеспечивала им порядок, дарила им государственность. Малые народы Кавказа только благодаря России остались и существуют до сих пор, потому что они есть именно благодаря политике российских императоров. Конечно, были императоры, которые переходили грань, конечно, были и гонения на горских народов, но это всего лишь была политика определенного лидера. И напоследок я вам напомню, если кто не помнит, когда гнали немцев по Москве, а потом и дальше уже Подмосковье, гнали их в лагеря, русские женщины с проклятием на устах кидали им хлеб, понимая, что это люди, и они голодные. Хотя понимали, что если бы они попались им в руки, они бы их не пощадили. Я бы гордилась тем, что моя генетика огромная, и что Арцах в руках другой Армении, пускай, но другой Армении. Я была бы рада, что у меня огромное братство, генетическое братство. А вы всеми силами пытаетесь от себя отторгнуть это славянское огромное братство и лезть в жопу тем, кто на вас срал. Вот это мне непонятно. Вы позволяете кому-то инструктировать вас, как надо убивать ваших женщин и детей. Позор вам. Вот и все, что я могу вам сказать. А что касается войны быть или не быть, я вам уже сказала. Знаете что? Слоны с моськами не воюют. Они их просто топчут ногами и идут дальше. Даже не замечают, что растоптали. Наверное, просто украинским властям очень захотелось в истории остаться единственными правителями, которые воевали с Россией. Знаете, звучит гордо. Но, увы, у них не будет такой судьбы. А то, что у них будет разрушение, разорение, и они убегают из Киева, это факт. И будет дальше. Потому что они поняли, столько жертв, страна вообще погрязнет в этой нищете, их просто поднимут на вилы. Недалек тот час. Настоящие люди на Украине, держитесь. Вам надо держаться, у вас другого выхода нет. Но придет время, когда этот мусор оттуда очистится, я вас уверяю. Это время придет, но вначале надо меняться самим. Внутри меняться самим.
Хватит с протянутой рукой ходить в эти дворы монархов или магнатов европейских, которым на вас вообще плевать. Им абсолютно наплевать, сколько вы погибнете. Они смеются над вами, они видят, как два брата друг другу кровь пьют, и они радуются. Не забывайте заветы отцов. Поодиночке вас будут быстрее побеждать. А если вы сплотитесь, никто против вас ничего делать не будет и не сможет. У вас течет одна генетика, у вас одна религия, у вас один язык. Вас зовут Андрей, Сергей, Павлы, Николай. И с этой стороны, и с той стороны. Постыдитесь, люди, друг в друга стрелять и убивать. Убивать того, кто говорит на твоем языке, который молится на твоем языке, идет в храм, в который идешь ты. У которой мать целует точно так же 3 раза, как твоя мать. Уму непостижимо, куда мы дошли. Куда мы дошли просто. Всем удачи.